Приветствую! Вы на канале Реалистик Пес. К сожалению, наши худшие ожидания постепенно воплощаются в жизнь. И, судя по всему, главный партнер eFootball на данный момент, а именно каталонская Барселона, уже в скором времени перейдет в стан врага к Electronic Arts и их будущий EA Football Club. За последние несколько дней было уж больно много слухов о том, что Барселона возвращается к канадцам. И это на фоне того, что уже летом у каталонцев заканчивается контракт с Konami. Почему это может быть плохим знаком для самих Konami и их eFootball, и что же будет дальше? Сегодня и разберемся. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья, а в комментариях делиться своим мнением, поскольку именно ваша активность способствует продвижению роликов, ну и канала соответственно. Начнем мы, как всегда, издалека. Барселона является партнером Konami и серии PES, начиная с 2016 года, когда вышла 17-я часть серии Pro Evolution Soccer. И с того момента Camp Nou, сканирование игроков, все это было на японской студии, в то время как Electronic Arts особо не взаимодействовали с каталонским клубом, несмотря на полную лицензию испанской Ла Лиги. И в то время как канадцы обзаводились все новыми и новыми лицензиями, Konami сохраняли лицензию на каталонский клуб. И по сути это было небольшим преимуществом. Не в глобальном смысле, но тем не менее подобная лицензия в руках Konami позволяла, скажем так, не позволять электроникам захапать все и сразу, скажем так. Кусочек пирога все-таки оставался за японцами, а теперь они теряют, судя по всему, и его. С момента заключения первого соглашения еще в 2016 году, по-моему, они продлевали сотрудничество, но это само сотрудничество постепенно подходит к концу. Опять же, как мы упоминали ранее, летом этого года. Konami пока что не торопится его продлевать, судя по всему, по каким-то там своим причинам, и канадская студия решила подсуетиться и забрать одного из самых главных партнеров eFootball в свой стан. И казалось бы, заберут они, ну и что в этом такого? Просто одним клубом больше, другим меньше. Но на самом деле это может означать достаточно плохую тенденцию для Konami и их будущих лицензионных клубов. Потому что с каждым новым годом у Electronic Arts появляется все больше и больше лицензий. Не так давно Konami собирались выходить на итальянский рынок. Завладели лицензией на серию А и серию Б, а вот уже серия А чуть ли не эксклюзив FIFA. Серия Б все еще остается в eFootball, но тем не менее большая часть прав также уже принадлежит Electronic Arts и их FIFA. Все это я веду к тому, что возможно уже в ближайшее время Electronic Arts не составит никакого труда переманивать тех же эксклюзивных партнеров из стана eFootball. Наполи, Милан, Интер и другие оставшиеся команды, коих и так уже немного, если честно. Поэтому потеря такого игрока, как Барселона, может означать плохую тенденцию и, скажем так, лицензионный прецедент среди футбольных симуляторов. Еще один немаловажный момент: если Konami все же потеряет лицензию на Барселону, это означает, что им будет необходимо найти равноценную замену. А как таковой замены на данный момент на рынке по сути и не присутствует, потому что большинство клубов опять же сотрудничают с Electronic Arts, либо напрямую, либо через собственные лиги, как те же английские команды или испанские. А поэтому вопрос замены Барселоны тоже на самом деле не такой уж и простой. Поэтому в интересах же Konami сохранить эту лицензию, но очевидно, что не все так просто, и у тех же Electronic Arts намного больше шансов заключить новую сделку с каталонцами, нежели у японцев. Ну а что думаете вы по этому поводу, друзья? Не забудьте отписать в комментариях. Насколько сильно, по вашему мнению, скажется уход Барселоны по eFootball и в целом ее лицензионной составляющей? И какой бы клуб вы хотели бы увидеть вместо каталонцев? Отпишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ну и про этот канал тоже не забывайте. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за вашу активность и поддержку. Всем удачи и до скорых встреч.